Приветствую, земляне! У микрофона Планета, и это новый ролик по игре Watcher of Realms. И в данном ролике обсудим с вами грядущие призывы вот этого вот сногсшибательного героя Ворна, также X20, который нас ждет на Хельгу с этим Ворном, посмотрим бегло эпиков, также обсудим, что нас ждет в субботу, ну и обо всем поподробнее после небольшой рекламы. Эй ты! Да-да, именно ты! До сих пор не знаешь, как задонатить в игру или пополнить Steam быстро и выгодно? Сегодня это не проблема, ведь есть Donatов.net. Подписка на сервисы, изобилие популярных игр, все собрано на одном сайте по самым лучшим ценам. Ты можешь быть уверен в выгоде операции, ведь она дешевле, чем в самой игре. Наш любимый Watcher of Realms не исключение. Больше не нужно передавать свои личные данные, для пополнения достаточно только ваш ID. На сайте расписана подробная инструкция для пополнения вашего аккаунта. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон со скидкой на первую покупку. Перед вами календарь событий. Видим, что в пятницу 23.05 у нас стартует X20 на Хельгу, Ворна, Мари, Ливиан и Холлоу. Достаточно отличный баннер. Сейчас вернемся к нему, объясню почему. Также в субботу нас ждет однодневное событие «Призыв ящеров». Это событие разработчики дублируют уже третий раз, поэтому трублируют. Здесь у нас будет X20 плюс X2, то есть совмещенное, и поэтому здесь и леки будет, естественно, по теории вероятности проще достать. И представлены такие герои, как Салазар, Траск, Ферси, ну, эпики, Комода, Поджигатель и Назим. В общем, давайте по порядку. Пятница — это Хельга плюс Ворн. По поводу Хельги очень много людей говорят о том, что это очень плохой герой, и то, что ее добавили с Ворном, это вот плохо. Но на самом деле я готов защищать эту героиню в некоторых случаях, потому что она была на слиянии, это раз. Во-вторых, ее у многих нет, в частности у новичков, и это достаточно приятная героиня, которая заходит не в один контент. Давайте зайдем вот в оценки, и ее оценки говорят сами за себя, потому что на Симрахе это отличнейший персонаж. На Кодексе Бессмертных без нее в некоторых активностях, где она заходит, а именно на Стиксе сбивание щитов, лучше этого героя эту задачу не выполняет никто. Подземелье снаряжения 1, на самом деле там не знаю, возможно как-то где-то что-то, но вот подземелье снаряжения 2 однозначно очень крутая героиня, которая может в соло держать 2 магические волки, прям можно сказать как Ноктюрн. И сейчас вот на ваших экранах будет скрин, я буквально сегодня подписчику а-ля клиенту закрывал 10 этаж подземелья снаряжения 2, конкретно с Хельгой. И если вам интересно, как я это делал, то ставьте плюс в чат и пишите P2. То есть я запишу тогда отдельно ролик с расстановкой, с заменами и как это все работает. Испытание фракции, 15 этаж, чуть ли незаменимый герой, если вы хотите пройти именно фракции вообще без проблем, убить босса, так сказать, забаговать его вообще легко. По поводу рейда материалов артефактов, ну, не знаю, это мазохизм ее туда брать, нету в ней смысла вообще абсолютно, но я думаю можно. Разлом пустоты уже по желанию, остальное уже даже давайте смотреть не будем. В общем, однозначно крутая героиня, это не какой-нибудь Крах, это даже не какая-то новая Линкс, лучник, и я бы сказал бы спасибо даже разработчикам, что с Ворном идет именно эта героиня, потому что у нас сейчас и Настя, она из таинства, и под Симраха Настя, Нумера и Хельга в качестве контроллера пилы. Это будет очень крутая пачка, поэтому не недооценивайте, пожалуйста, Хельгу. Ну и звезда, новоиспеченная звезда, круток, на которого будут крутиться все обладатели связки Настя Нумера, это Ворн. Ну и сразу скажу, что данного героя можно крутить даже несмотря на то, что у вас есть Нумера или Настя. Понятное дело, что желательно всю эту пачку, но особенности данного героя позволяют его использовать и вне данных лордов и героев. Почему? Потому что у него есть такие прекрасные бонусы, как пробитие щита на нескольких союзников, 2
союзников мы кидаем пробитие щита. Даже на обычном клан-боссе, на кошмаре, на драконе, это очень вам поможет пробивать щиты. Плюс у него есть доты, он везде накладывает еды, огромное количество едов. Да, понятное дело, что для активации его пассивки, где он будет стакать себе атаку, эти еды нужно взрывать, и их длительность нужно сокращать и переобновлять. Тогда этот герой будет очень хорошо себя чувствовать. Вот, пожалуйста, видите, истекает, когда еды истекают, герой получает атаку на 1% за каждый заряд эффекта. То есть эти все бонусы, они временные, и поэтому это нужно систематически повторять. Поэтому самая лучшая связка это с Нумерой, но тем не менее. Этот герой залетит. Прям Борею на кодексе будет очень-очень неприятно, если этот герой будет у вас в пачке. Плюс он фракция таинства и странники, и его можно использовать и под Яваром. Понятное дело, что под Яваром, нежели под Настей, он будет показывать не такой результат, но тем не менее мы слияем сейчас эпическую героиню Виксеру, то с ней тоже будет показывать неплохие результаты. Ну, да, можете сказать, что это не Настя, но все же герой стоит своих шардов, тем более это магический стрелок, он поможет и в кошмарном разломе, да и везде, где нужен магический тип урона, даже на каких-то рейдах материалов и артефактах. И уверен, что займет свою нишу на подземке, на второй, также, вот, как я про Хельгу говорил, можно и с помощью него, если играть через стратегию игнорирования полностью верхней части правой, где у нас меняются просто волки и идут лучники, очень, думаю, хорошо себя проявит. В общем, рекомендую крутиться на данного героя. Примите к сведению тот факт, что через неделю у нас будет лимитированный герой. И опять же, скорее всего, это будет Сунь Укун, потому что официально разработчики еще ничего не подтвердили. Не хочется, так сказать, обнадеживать. Теперь давайте же проиграем такую ситуацию. В каком случае вам, возможно, не стоит завтра и вообще на этот уикенд крутиться на Ворна? Это вот если у вас такая же ситуация, как у меня. У меня нету всего 3 легендарных героев из всего пула синих шардов. Это вот северяне, у меня нету Мальвиры, Линксы и Фенриса. Все. То в таком случае выгоднее, я вот часто это повторяю, что если у вас почти все герои есть, почти вся коллекция, вам выгоднее достать героя из баннера именно под уникальный призыв, потому что шанс на него будет выше. И сейчас несется огромная куча там расследований у зарубежных блогеров по поводу даже прошлого призыва на Нумеру, то что X20 сломан, работает некорректно, скрутили они там огромное количество шардов, и Нумера падала очень и очень редко. И это говорит о том, что, к примеру, ну, по крайней мере, есть такие подозрения, что X20 на Хельгу будет не такой, как X20 на Ворона, потому что сама по себе вероятность у них будет на выпадение разная. Да, скорее всего, возможно, я опять же не утверждаю, потому что нет доказательной базы, на Хельгу вероятность будет выше. Ну, мы это, собственно говоря, проверим на крутках, на стриме. Поэтому, если хотите завтра открываться, у вас есть ресурсы, вы готовы и попытать удачу забрать Ворна, и у вас останутся шарды на Макаку, потому что на Макаку желательно ставить шарды. В пользу Макаки есть огромный фактор. То есть вам, возможно, стоит воздержаться от призыва на Ворна, потому что он может упасть в любой момент. А Макака это лимитка. Лимитка, она и есть лимитка, потому что если вы ее не заберете, неизвестно, сколько вам еще придется ждать. Я тебя сколько ждал? Я не знаю, ну открывай. Я тебя 56 минут ждал, Ты за кого меня принимаешь? И чтобы вы потом не жалели, так как и могут появиться какие-то стратегии с определенными героями, а Макака это не определенный герой, это просто имба игры, которая закрывает огромную кучу контента, и даже не нужно объяснять и рассказывать, какой именно контент он закрывает, потому что куда бы вы его ни взяли, он почти везде зайдет и выполнит свою функцию. Вот такая вот пища для размышлений по поводу пятничного призыва, который продлится аж до понедельника. Ну, в понедельник уже заканчивается, так понимаю, в воскресенье будет финал. Давайте же обсудим по поводу ящеров.
То есть, если Траск это просто тупо танк, и если у вас его нету, вы не расстраивайтесь, вы ничего особо не теряете, хотя на самом деле танк хороший, мне лично, ну, нравится, но лично конкретно на него я бы не выкручивался. Но есть такие вот герои. Салазар, к сожалению, он, во-первых, сейчас герой слияния, его можно сделать на слиянии, и, в принципе, ему нужна только первая пробуда, и все там, ну, это именно такая прям вин-кондиция. Понятное дело, что лучше третью, но первая пробуда позволяет этого героя вообще прочувствовать по-другому. Он раньше, до обновленной арены, играл в соло-арене. Очень крутой был метовый пак через Вальдерона и Салазара. Но с приходом пятой Макаки, там всяких Кигири, он начал отходить на второй план, ожил немножечко с вводом его именного снаряжения, но после переработки арены Салазар просто умер. То есть это просто такой хороший крепкий боец, который поможет вам на начальных этапах на клан-боссе, на драконе набивать урон. Ну и в целом просто где-то вливать хороший урон. Я также им на твинке играл на Симрахе. Ну то есть на боссах, где вешает кровоток, повышает физический урон, Салазарчик зайдет. Но самая важная звезда, и на самом деле отчасти плохо, что он именно в таком баннере, это Ферси. В нынешних реалиях Watcher of Realms, 2025 год, май месяц, это чуть ли не самый метовый целитель, который массово защищает команду от урона, хилит и заходит на весь лейт-гейм контент а-ля Бездна, тот же Симрах, тот же рейд, второй рейд, 24 этажи с ним закрываются наряду с Эйлин, и это очень и очень крутой целитель. Если у вас его нету, вы можете попытать удачу выловить его вот здесь на баннере X2, и если вы, к примеру, новичок, то X20 просто без X2 я, ну, попросту не рекомендую новичкам, те, кто играют там до месяца, до двух, крутиться вообще под X20 без X2. Крутитесь на X2, вот для вас хороший баннер, здесь и комода есть, для слияний подойдет, и в целом хороший герой по первой. Поджигатель просто неплохой боец с дальностью атаки больше одной плитки, но не более. И Назим, который может позволить вам бюджетно на первых порах, да, и знаю я лично на некоторых аккаунтах настраивал пачки с Назимом на 120 тысяч механизмов на втором Симрахе. Этот герой с хорошим показателем оглушения с ульты, и даже Хельга со своим оглушением курит по сравнению с Назимом, и это его самое главное качество. В общем, по поводу ящеров новичкам крутимся, по поводу баннера в пятницу есть два варианта. У вас либо есть ресурсы на Макаку, вы пытаетесь открывать Ворна, так как у вас есть связка с едами, ну, либо же просто, так сказать, полудоманить, достать нового героя в коллекцию, почему бы и нет. Здесь также по поводу эпиков, вот самая лучшая героиня, которая здесь из эпиков, это вот Холлоу, потому что это самый лучший заливщик в игре. Именно то, что у нее точечно идет залив выше, чем даже у Эловинки, просто у Эловин есть огромнейший плюс, она свой баф заливки ярости дает на всю карту, а Холлоу только в области действия своей базовой атаки. Ну и Мари. Мари это вообще самый лучший герой контроля в игре на данном этапе. Но она и всегда такой являлась. Это и длительная заморозка, и хорошее замедление на 3 таргета. С ней хорошо ГВГ защиты выстраивать. Очень неприятная на арене может быть, если выставляем пачки где-то на противовоздушке. Может реально очень хорошо наделать нервы тем, кто на вас нападает. Ну и вообще в целом просто хорошая, крепкая героиня, которая и по компании поможет, особенно на 10 и вот 10-15 босс. Самый такой жесткий вот через Мари проходится очень-очень легко. Ну, понятное дело, что там еще должен быть ряд героев. Ну что, земляне, давайте подведем итоги. Нас ждет хорошие баннера. То есть, если у вас есть дефицит героев, которые представлены, однозначно крутитесь. Особенно, если там вот по Ферси новички, обязательно крутитесь на X2 плюс X20. По поводу Ворна сказал, кому лучше, да и в целом очень крутой герой. Хельгу
не списывайте со счетов. Если захотите, обязательно сниму для вас ролик по второй подземке. И также приглашаю всех на крутки завтра в пятницу. То есть сегодня записываю ролик, это четверг, он, естественно, выйдет в пятницу, поэтому завтра-сегодня пишите в телеграм-канал, записывайтесь на крутки, если у вас есть желание попасть в выпуск веселых круток. Обязательно откроем вам шарды, но открываться мы будем в субботу в 11 часов по UTC+3. Всех приглашаю на стрим, приглашаю в свой телеграм-канал. Вот, пожалуйста, ссылка в виде QR-кода и ссылка в описании. Переходим, подписываемся, пишем там в чат, либо же под любым постом. Я напишу вам личные сообщения, запишемся и открутим там, где вы хотите. Ну и ставим лайк данному видосу, если он был полезен и вам понравился. Также обязательно подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал, чтобы быть в курсе всех выходящих роликов. Обязательно жми колокольчик, я тебе заранее благодарен за поддержку. Ну и с вами был Планета. Увидимся, когда увидимся, и играйте в Butcher of Realms красиво. Пока-пока.